Всем привет! Сегодня буду готовить вкусную нежную сырную лепешку. Готовится она очень быстро, и это прекрасная идея для любого приема пищи, будь это завтрак или обед или ужин. Итак, приступим. Для приготовления этого рецепта потребуются следующие продукты: яйца, мука, сметана, сыр и творог. Творог можно не брать, тогда сыра берется в 2 раза больше. Тесто замешивается очень быстро, поэтому можно ставить уже сковороду нагревать на плиту. Для жарки можно использовать либо растительное масло, либо топленое. Разбиваем в миску 3 яйца, добавляем соль, специи, у меня итальянские травы, немного сушеного чеснока. Далее добавляем в смесь творог, натираем на крупной терке сыр. Я люблю использовать для этого рецепта сыр моцарелла, он хорошо плавится. Вы же можете взять любой, какой вам нравится. Я решила еще добавить немного зелени, это укроп, и добавить сметаны. Далее все перемешиваем. Далее добавляем муку. Сразу всю муку я не кладу, например, в данный рецепт ложечки 2-3. Хорошо перемешиваю. И еще добавляю оставшуюся муку и опять все хорошенько перемешиваю. Сковороду хорошо промазываю маслом. Полученную смесь выливаю в хорошо разогретую сковороду. Далее ее разравниваю хорошо по поверхности и закрываю крышкой. Время от времени снимаю конденсат с крышки. Вижу, что нижняя часть лепешки уже хорошо подрумянилась. Аккуратно приподнимаю лепешку со всех сторон и быстренько ее переворачиваю. Сделать это совершенно нетрудно, потому что лепешка уже хорошо схватилась и хорошо отстает от поверхности сковороды. Теперь я огонь убавляю до чуть ниже среднего и крышкой сковороду уже не закрываю, чтобы осталась хрустящая корочка. Дожидаюсь, когда подрумянится низ лепешки, и снимаю сковороду с плиты. Получается вот такая аппетитная румяшка. Можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Разрезаю лепешку на порционные куски. Лепешка получается очень нежная, мягкая и очень-очень сытная. Тесто еще теплое, и лепешка вот так тянется благодаря сыру. Друзья, готовьте этот рецепт, и я уверена, что приготовив один раз, вы будете готовить эту лепешку постоянно. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.